привет! Рад приветствовать на моем канале Just Go Game. Сегодня с вами поговорим о том, как устранить лаги при записи игр. Когда игра вроде не лагает, OBS вроде не лагает, но запись лагает. И сделано это после того, как вы проэкспериментировали со всеми настройками, но при этом лаги остаются. У вас хорошее железо, вы уверены, что причины не в нем. И причина эта довольно простая, и сталкиваются с ней очень много людей. Заключается она в следующем. Первое. Открываете файл, настройки, расширенные, и смотрите, какой у вас приоритет процесса. Если вы не способны залезть в реестр вашего компьютера по инструкции, не способны самостоятельно менять через диспетчер задач приоритет процесса, то поставьте его на средний и больше его никогда не трогайте. Замечено, что это происходит в основном на процессорах Intel. На процессорах AMD такая проблема не замечается. Почему? Не знаю. Не спрашивайте, я не инженер. Ни того, ни другого. Суть простая. Если он у вас стоит средний, не трогайте. Если вы играете в какие-то игры типа Metro Exodus и так далее, то, скорее всего, вам придется задаться этим вопросом и заняться им. Здесь вы меняете приоритет процесса только после следующего. Заходите в интернет, забивайте в поиске, как изменить, вернее, как запустить процесс в автоматическом режиме высоким приоритетом. И дальше вы находите инструкцию. Вот, допустим, есть сайт ocomp.info. Информация взята с него. И здесь показывается. Открываете диспетчер задач. Переходите в подробности. Находите приложение. Допустим, вот HPV svk.exe svc. Правой кнопкой мыши задать приоритет и ставите ему высокий. Ну, в данном случае будет obs.exe, задать приоритет высокий. Это ручками каждый раз надо делать, как вы запустили OBS. Чтобы этого не делать, открывайте команду «Выполнить», Windows R кнопка. У вас будет вот такое окошко. Вводите в нем regedit, по-английски только. Нажимаете Enter. Далее попадаете в редактор реестра, переходите вот по этому пути. Дальше открываете диспетчер задач, подробности, находите OBS. OBS я сказал. Где OBS-то? Алло, дядь. Вот OBS, правой кнопкой мыши, свойства. Копируйте название. И дальше в разделе Image File Execution Options создаете папку с именем, который вы только что скопировали. Вот здесь рассказывается, как это сделать. Правой кнопкой мыши создать раздел. И даете ему название. Вот здесь он дал Civilization, а вы даете obs.exe. В нем создаете папку Perf Options. И в нем, соответственно, по инструкции создаете файл параметр Word 32 бита. Даже если у вас 64-битная система, тоже 32 бита. Задаете ему название CPU Priority Class. И, соответственно, даете ему значение 4, если не ошибаюсь. Дважды по нему кликаете, после того, как создали. Вот значение 3. Извините. Но у меня, по-моему, 4 стоит. Ну-ка, погодите секунду. Сейчас я сам через regedit зайду. Нет, у меня тоже стоит вот раздел папка obs64.exe, Perf, и здесь CPU Priority Class. И в нем тоже стоит значение 3. Значение вот здесь ставится 16-ричное. Все, на этом вы редактор реестра закрываете. Теперь каждый раз, когда вы будете включать ваш компьютер, будете включать OBS, ему будет автоматом присваиваться высокий приоритет. Только после этого
Только после этого вы можете зайти уже в настройки, расширенные, и поставить высокий. Объясняю почему. Если вы ставите высокий приоритет, OBS не меняет сам приоритет в диспетчере задач, то есть в системе, но думает, что изменил его. Из-за этого начинаются дикие лаги, которых вы никогда не испытывали. Вы не поверите, я 2 дня пытался найти, из-за чего у меня начались лаги. Я весь измучился, я излазил все паблики, все форумы, но так и не нашел этой информации. Вот я ею делюсь с вами. И люди постоянно, как и я, туда периодически залазят, думают: о, ну конечно надо ставить высокий приоритет OBS. Нет. Нет и еще раз нет. До тех пор, пока вы не поменяете ручками в диспетчере задач. Но я спрашивал у людей, у многих, и отмечено, что на процессорах AMD этой проблемы не возникает. А на процессорах Intel возникает. В чем именно, я не знаю. Погнали дальше. Открываете меню «Пуск». В нем открываете «Настройки». Открывается новое окно диалоговое. В новом окне выбираете «Игры» со значком Xbox. И попадаете вот в такое меню. В нем вот это можно оставить. Заходите обязательно в настройки графики. Указываете здесь, через папку «Обзор», то есть выбираете классическое приложение, обзор, и дальше находите экзешник игры и указываете его, чтобы игра работала корректно. Это специальная оптимизация игр от Windows 10. Дальше очень важно. Вот эту вот галочку, вот эту вот отключаете. Именно отключаете. Объясняю почему. Современные игры, и то не все поддерживают эту оптимизацию. А игры чуть менее современные, и уж тем более древние, вообще ее не поддерживают. И из-за этого лаг становится еще больше. Соответственно, вам необходимо прописать в реестре, чтобы автоматом выставлялось значение высокое OBS. И потом уже в расширенных настройках выставляйте высокий. До этого, если вам это трудно, лень и так далее, не меняйте его, оставьте средним. Не лезьте туда вообще больше никогда, если вы не будете менять ничего в реестре. И вот эту вот обязательно галочку снимайте. После этого лаги должны уйти. Если нет, то здесь уже вопрос либо слабого процессора, либо слишком высоких требований настроек от OBS. Меняйте тогда настройки. Также хочу добавить про настройку Streamlabs. Со Streamlabs немного сложнее, вернее, совсем плохо. Дело в том, что у Streamlabs при запуске используется оболочка и сам OBS. OBS так и будет в диспетчере задач, как OBS 64.exe, а вот Streamlabs будет еще несколькими экзешниками запущенными. Streamlabs, по-моему, stream.labs.exe. И вот здесь встречается сложность. Если вы ее добавляете в тот же самый Perf в Image, в ключе реестра, то ему не задается никакой приоритет. Это возникает из-за того, что процесс имеет пробел в середине. Как обойти этот пробел, честно скажу, я не знаю. Я пробовал и процент 20, и собаку, и решетку, как это описывается в программировании. Но, видимо, я чего-то не знаю. Недостаточно знаю, и буду рад, если кто-то подскажет, напишет в комментарии, я тогда его закреплю. Ну и для особо пытливых на ум объясню, почему это происходит. Некоторые игры, например, та же самая серия Метро или им подобные, при запуске выставляют себе автоматом высокий приоритет и забирают на себя все права. То есть, если вы заметили, при игре Метро у вас не работает чат, допустим, поверхностно, поверх экрана и прочие функции. Это именно сложность с самой игрой. И она на себя забирает все ресурсы. И для того, чтобы этого не происходило, для этого OBS как раз и выставляется высокий приоритет. Но сделано это, к сожалению, коряво через сами настройки OBS, поэтому и приходится делать это ручками. Спасибо, что смотрели данное видео. Надеюсь, я смог вам помочь и наконец-таки избавил вас от мучений. Всех люблю, целую, всем удачи, всем пока-пока.